Я уже прошел пару километров, ушел из предыдущей деревни и в данный момент иду к своей второй точке. Опять же, это теоретически может быть заброшенная деревня, может быть нет, может быть деревня, в которой будут попадаться брошенные дома. Этого мы с вами не узнаем, пока до туда не доберемся. Как говорит мне навигатор, это грунтовка. Видимо, раньше это было грунтовкой, но сейчас это уже практически заросшее какое-то направление, которое едва-едва проглядывается. Остается совсем чуть-чуть, я уже весь в предвкушении. Интересно, что же нам преподнесет это место. Итак, ребят, ну что же, мы походу нашли очередное заброшенное место. Видно, что какие-то стекла на месте. Где-то уже их не хватает. Крыша преимущественно целая. Но я думаю, что в этот дом, естественно, уже ходили искатели сокровищ. И наверняка, как и в предыдущей деревне, все там перевернули. Вот такой вот домик у нас затерялся среди лесов и полей. Дальше вижу, еще находятся дома. То есть сколько их тут будет, всего неизвестно. Так же, как и неизвестно, есть ли среди них жилые. Поэтому буду продвигаться пока что максимально тихо. И будем в процессе смотреть, что у нас тут осталось. Смотрите, сколько тут клубники растет. И вот так вот этот дом у нас сейчас выглядит снаружи. Дом у нас явно закрывали перед тем, как уехать отсюда. Но хозяева так и не вернулись. Может быть, умерли. После чего сюда уже вошли без ключей. Вот таким вот мраком встречает нас комната. Занавески все еще на месте. Видно, что мебель двигали, подполья вскрыты, то есть обыскивали и забирали все ценное, что здесь осталось. Все в пыли, то есть достаточно давно, я думаю, сюда уже никто не приезжал. И внутри у нас полный кавардак. Хоть дом, опять же, находится в достаточно неплохом состоянии. Даже счетчик все еще на месте. На стене у нас висит календарь на огромном гвозде. Они по одной страничке, что ли, насаживали его? Или они его просверлили, а потом одели на гвоздь? Календарь 98-го года. В этом доме прямо веет какой-то депрессией. Я тут нашел письмо. То есть человек был в армии и служил то ли в Афгане, то ли в Чечне. Какие-то стихи у него, как они идут в горы, там убивают, я не знаю, его сослуживцев. Блин. В общем, не знаю точно, но он явно был на войне, и это оставило на нем след. Смотрите, что я еще нашел. Профсоюзный билет, пенсионное удостоверение члена колхоза. И вот опять же фотография. Как они, возможно, в армии перевозят какую-то огромную конструкцию. Ребят, я не очень понимаю, что тут написано. Если вы понимаете, напишите в комментариях. Вот кран, что ли, в рабочем положении. Здесь одно. Угу. И дальше не понимаю. Возможно, отправлял домой. Показывал, чем он занимается в армии. Этот дом просто пропитан какой-то печалью. Смотрите, тут у нас фотография с кладбища. Ну, как вы понимаете, на памятнике раньше такие вешали. То есть какое-то сплошное горе, блин, в этой семье, походу, происходило. Этого человека мы уже видели на фотографиях. И вот такая вот тут звездочка лежит вместе с ним. Я очень надеюсь, что он как бы не умер в этом доме. И тут в полном одиночестве не закончилась его судьба. Смотрите, там в картине что-то есть.
Блин, такое ощущение, что это какой-то квест. Я должен это вскрыть и посмотреть. Хотя я не знаю, не хочу ничего ломать. Имеет ли это хоть какой-то смысл? Что написано 23 года, что ли? 23 година. Еще парочка фотографий каких-то детей. Тут даже подписано. Давайте посмотрим. Для памятника К-429 без подписи. Для какого нафиг памятника? Говорю, тут весь дом пропитан какой-то депрессией. Тут кто-то умирал где-то, ходил на войну, я не знаю. Возможно, не вернулся. И в итоге вообще в этом доме никого не осталось. Профсоюзный билет. Махов Валерий Григорьевич, 60-го года. Вступил в какой-то профсоюз. И вот у нас стоит штампик за 83-й год. И дальше одна пустота. Не знаю, может, выгнали его из профсоюза. В общем, здесь перед нами просто другая эпоха. Какие-то профсоюзные билеты. Я не знаю, какие-то пенсионные удостоверения членов колхоза, гигантские стройки, советская армия. Просто вообще другая жизнь, абсолютно не такая, как у нас. И вот они на набережной в Ярославле гуляют. И вот этот цирк в Ярославле. Открытие сезона какого-то 22 августа. Вот листик, из-за которого я подумал, что человек воевал в каких-то горячих точках. Хотя, конечно, может, это всего лишь какие-то стихи. Я не все слова тут понимаю. И вот обратно тропой пустынной идет к горам, чтобы возвратиться куда-то там, за перевалом, в крутом ущелье опять стрельба. Остались двое лежать на камнях. Смерть глупа, а может завтра меня ждет такая же судьба. Здесь в нас стреляют, как и прежде идет война. Песок расплавлен, что ли, палящим солнцем под 50. В общем, не знаю, стихи это или что такое. Но если брать те года, когда он служил, то похоже на Афган. Песок, горы. В общем, не самые, мне кажется, его веселые деньки там прошли. Хотя, конечно, может быть, это просто стихи, и я все это выдумал. Решайте сами. На чердаке у нас лежит вот такой винтажный чемодан, обклеенный какими-то открытками. Или что-то, возможно, вырезали из журнала. Но, я думаю, раньше это выглядело достаточно интересно. А рядом у нас лежат пластинки. Автограф. Кстати, пластинка внутри, но все уже покрылось пылью. Очень сильно. Александр Ситковецкий. Рок-групп. В общем, не знаю, что это за альбом такой. Также тут есть вот такой вот альбомчик. Лауреаты и дипломанты. Юрмала 86. Смотрите, как открывался. Опа! А внутри все новое. И вот они. Где теперь эти люди? Где находится Нарине Аратюнян? Где находится Родриго Фомин? Валентина Легкоупова, Светлана Медянник, Аис Булуктаева. То есть, вы понимаете, столько здесь людей, о которых мы никогда не слышали. А ведь у них были все перспективы
на очень неплохую жизнь. Лауреаты и дипломанты первого всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей современной советской песни Юрмала-86. Возможно, даже эта пластинка чего-то стоит, я не знаю. Итак, ребят, смотрите, также тут есть обложка вот такого альбома Анне Вески. Я обещаю вам сады. Кстати, такая, немного безумная обложка, у нее нет глаз, и она кричит. Но выглядит достаточно забавно, так она выглядела в жизни. И также тут у нас лежит портрет Брежнева. Вообще просто винтажные находочки такие на чердаке. Вот такая вот, ребят, конструкция. Не знаю, насколько она целостная. Видимо, раньше подобные установки были у многих в деревнях. Но сейчас уже мало от нее что осталось. Больше, в принципе, на чердаке смотреть нечего. На самом деле, очень такой нелегкий домик, пропитанный какой-то депрессией. Но я думаю, вы сами все видели, что там происходило. Все, эпоха ушла, жизни людей ушли, и остался только вот этот дом-призрак, в который уже никто никогда не приедет. Хотя дом на самом деле еще в достаточно неплохом состоянии, то есть не проваливается, не падает. Еще можно было в нем жить. Еще, ребят, тут 100% были кладоискатели, потому что помимо того, что они все перевернули в доме, тут еще снаружи присутствуют их следы. Например, они копали здесь. Если немножечко пройти дальше, там есть ямы. С металлоискателем тут ходили, что-то выкапывали, и то, что не имело никакой ценности, они просто свалили на дороге. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите, ямы, где они копали. По крайней мере, одна из них. Вот еще ямки. А вот то, что они выкопали, и это им было не нужно, они просто скинули тут. Стою где-то примерно посередине, наверное, этой деревни. Тут у нас раньше была дорога, сейчас уже и следа не осталось, все заросло. Как вы видите, линии электропередач у нас все еще на месте. Никто не спешит их демонтировать, несмотря на то, что тут уже давным-давно никто не живет. Дом справа у нас 100% заброшенный, я его вижу насквозь. А насчет дома слева пока не уверен, в каком он состоянии. Видимо, бывшая баня, все уже развалилось, все сгнило. Давайте будем продвигаться к этим домам. Посмотрим, что осталось в них. Опять же, хотелось бы найти какие-нибудь даты, чтобы понять примерно, в каком году тут жили последний раз. Потому что в доме, в котором мы были только что, я не нашел ни упаковок из-под чая, ни из-под кофе. Ничего, что могло бы примерно сказать, когда последний раз там жили люди. Вот такой вот домик номер 2. Который попался нам на нашем пути. Внутри полный мрак. Стоит телевизор, полы вскрыты. Веет какой-то
стариной и холодом изнутри. Открывается нашему взору еще один дом, но там даже нет окна. То есть ожидать от него что-либо интересное, я думаю, не приходится. То есть, видимо, в деревне было 4 дома, по крайней мере, в последнее время. Ну что же, давайте зайдем. Хотя видно, что дом очень сильно разобран. Шансы найти там хоть что-то интересное сводятся практически к нулю после такого глобального дестроя. Куча опилок, куча мебели свалена. В комнате творится полный кавардак. Не знаю, зачем они снимали полы. Может, какие-то масштабные раскопки тут проводили. Остался телевизор практически целый. Даже еще шторы остались. Лежат еще 2 разбитых телевизора. Тут у нас лежит разобранный очень старый телевизор. Вот с таким экраном. Каким-то непонятным. Все это, естественно, разобрано. Старый-старый детский мячик, на котором огромная шапка из пыли. Даже что-то написано. Цена 39 копеек, ОТК 8. Когда последний раз в него играли дети? Остается только догадываться. Вот такой вот телевизор уцелел посреди всего этого кавардака. Называется Славутич 212М. Даже все переключатели еще целые. Все до сих пор включается. Сделано, кстати, достаточно прочно, как будто бы из металла. Настройки, все нажимается. Вот такой вот телевизор, который будет скоро погребен под крышей этого дома. Итак, ребят, тут у нас на стене уцелел вот такой вот плакатик. Слава Союзу Советских Социалистических Республик. Изображены флаги республик с каждой стороны, а посередине... Что у нас посередине? Я, если честно, затрудняюсь ответить. Пишите в комментариях, что это такое. Вроде на Кремлевскую стену не похоже. А напротив у нас стоит еще вот такой вот домик. Возможно, из него съехали в последнюю очередь. Видно, что провода тоже уже обрезаны. Но, по крайней мере, снаружи все выглядит весьма аккуратно. Крыша проваливается. Но, по крайней мере, все еще домик выглядит неплохо. Сушится тельняшка. Надеюсь, дома никого нет. Вот такая вот тут система замка. Просто висит замок на гвоздике, видимо, вырвали уже. И накинута проволочка. Внутри все сохранилось немножечко лучше, конечно, чем в предыдущих домах.
Но все равно видно, что здесь уже все переворотили, тоже перекопали. И весьма сомнительно, что тут кто-то будет жить. Уцелел старый телевизор у нас. Даже его не разобрали. Название не очень понятно. Назывался он когда-то «Фотон». Висит у нас на стене календарь 2004 года. То есть достаточно давно хозяева сюда уже не возвращаются, судя по всему. Раскиданы тетрадки. Парень явно увлекался рэпом в начале 2000-х. Легальный бизнес. У меня была эта кассета. Это было вообще просто невероятно круто. Легальный бизнес, шеф. Так он представлял, что, видимо, пишется слово «фак». Это мое. Так, видимо, выглядела его учительница по алгебре. Итак, ребят, эти придурки, которые сюда залезали, смотрите, разбили весь сервант. Все стекла здесь разбили. Непонятно только зачем. Если ты хочешь что-то украсть, просто возьми это и уйди. В чем смысл тут все ломать, все бить? Елочные игрушки вперемешку с битыми стеклами лежат. Я не понимаю, зачем они сюда забираются. Если вам что-то надо, возьмите и уходите. Но зачем при этом разбивать еще внутри все? Что вы хотите этим сделать? Мне кажется, это говорит только о низком интеллекте таких личностей. Давайте посмотрим, какого года кофе. — 2005-го. То есть, по крайней мере, в середине 2000-х эта деревня еще жила. Сувенирный набор. Коробка из-под чая тоже 2005 года. Годен до 2008-го. Вот такая стеночка у нас тут. Тоже все ящики открыли. Все посмотрели, что там лежало. Вот такую вот очередную, практически умершую деревню мы с вами сегодня посетили. Все дома тут брошены, некоторые уже окончательно разрушены. Но, тем не менее, полностью вымершей эту деревню считать все еще нельзя, потому что там вдалеке стоит таксофон, а напротив него стоит Нива и находится жилой дом. Там даже в данный момент кто-то есть. То есть в одном доме в этой деревне все еще кто-то живет. Я не буду подходить близко, я слышал, там кто-то чихает. Приближал фотоаппаратом, стоит там Нива. В принципе, я думаю, подходить ближе не стоит. Но тем не менее, можно сказать, что деревня идет по пути полного вымирания. Не знаю, сколько еще проживут в том доме. Надеюсь, вам было интересно вместе со мной пройтись по очередным дебрям нашей области и посетить эти уже забытые, я думаю, по большей части всеми места. Все, я возвращаюсь обратно к мотоциклу. Всем счастливо. Увидимся в следующих заброшенных местах.